Времени суток всем. Знаете, что-то странное. Искал я тут перед стримом станцию Вершина, которая должна быть где-то в этой системе. И что-то как не нашел ее. По идее, она должна быть давно доступна. Но как-то ее нет. Нет, и все тут. Ну, что уж тут поделать. Поехали тогда на Наверию. Здесь мы вроде уже были. Здравствуй, Стилер. Наверие. Население 361 тысяча. Не густо, скажем прямо. Совсем не густо. Один небольшой город. Температура на поверхности -1. Но что-то, мне кажется, обманывают. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. Ну, я бы посмотрел, как вы попробуете. I think I'll take my next leave here. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Надо будет заходить к Пресли и каждый раз говорить ему так держать перед тем, как входим. Ну что, оставляем в этот раз Рекса здесь? Или все же возьмем его вместо Стали? Даже не знаю. Ну нет, взломщиком кто-то должен быть, тогда уж вместо Лиары. А Лиару надо брать. Кстати, ее можно прокачать бы. Причем брони у нее нету как таковой. Интересно, кстати, что у нее есть электроника. Позволяет ли она взламывать? Не уверен, но в любом случае надо ей взять барьер, я думаю. И, наверное, сингулярность. Стазис ей, наверное, качать не будем. Ой. На ее стазис потом все равно неуязвимой сделаться, еще будет путаться в бою. А вот сингулярность можно на максимум. И даже на автоприменение поставить, чтобы постоянно за этим не следить. Помимо этого можно взять и подъем. Думаю. Тоже неплохой навык. Себе я его не вкачал. Но почему нет? У нас осталось еще 15 очков. Даже не знаю. Либо докачать деформацию и бросок, либо попробовать в электронику пойти. У Тали, кстати, есть перегрузка? Не, у Тали перегрузки, кстати, на удивление нету. Можно ей перегрузку вкачать, кстати.
25 уровень тем временем. Плюс это даст мощные щиты. Да, нормально. Так, давай посмотрим, что у нас на тебя из брони есть. На тебя человеческая броня одевается, да? Наемник. Вроде довольно неплохой. Поставим медицинский экзоскелет. Может быть, даже еще один медицинский интерфейс. Ну и биоусилитель у нас есть нормальный ученый, кстати. А что у нас за биоусилитель? Полярная звезда. Ученый, кстати, по идее лучше. Да. Давай. Тебе тогда поставим полярную звезду. Не знаю, каким она оружием будет на постоянке пользоваться, кстати. Выдадим ей всего по чуть-чуть. Кстати, себе можно что-нибудь присмотреть. Штурмовая винтовка новая. Разрушитель у нас есть. Дробовик, Соколов или Армагеддон. Наверное, Соколов оденем. Может быть, точности добавим. Пистолет у нас и так хороший. Снайперка у нас тоже и так хорошая. Гранатомет. Ну, пока оставим перевозрывчатку. Далее. Все, Ляра. Все, себя оставляют 2 очка на улучшение. О, Наверие. Прекрасное место. Люблю его. И ненавижу одновременно, потому что мерзкие жуки. Ничего себе щиты у тебя. Я обычно Рекса сюда беру, но сделаем для разнообразия старичкой. That's far enough. I'm on important business. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. All you need to know is I have more credentials than you. They plan to be trouble, man. О, да. I can't let you enter the port area without confirmation of your identity. Sergeant Sterling, secure their weapons. It would not be wise to search for the Geth unarmed. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We are authorized to use lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. 1, 2, 3. Captain Matsuo, stand down! Блин, я уже так надеялся пострелять в вас. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Мы еще встретимся. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. И довольно скоро. Weapons detectors. Don't mind the alarms. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. Someone pissed in your security chief's coffee today? She takes her job seriously. She is a valuable asset to the company. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia. She is here? She's a threat to galactic peace. I'm here to bring her in or put her down. The board doesn't like having outside problems dumped in its lap, Commander. Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Good. Give us directions and we'll be on our way.
You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. We talked about her before. But things change when you're up against something. If it's her or me, who would you shoot? I meant what I said before. Her actions are wrong. If you would feel safer leaving me on the Normandy, I will stay. But I would like to see her. Maybe I can persuade her to come peacefully. I hope so. I accept your word, Liara. Let's get going. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Блин, за весь трештокинг даже ни одного очка отступника. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security Может, прямо personnel. оденем на себя, как вы думаете? Давненько уже без него ходим. Но Шепард вышел довольно прекрасно. Блин, хотя подожди, я не могу надеть на себя шлем, я могу только на Лиару надеть шлем. И подожди, или нет, или могу? Не могу. Ладно, на нее не будем. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank Честно you, говоря, and образом enjoy жизни your Шепарда я бы на его месте шлем всю игру носил. The managers warned us about you. This one offers greetings. Sure, whatever. Of course. This... Кстати, броня на кварианцев 10. Слушай, давай купим Тари. Что, мы не будем уже дожимать 30 тысяч кредитов? This one offers Of course. Ну, Соколов так-то получше. А винтовочка, да и винтовочка такая. Винтовка хорошая, штурмовая. Здесь есть. Мы пока купим просто улучшение гранат. Это вот. Легкая броня Титан. Ну, кстати, для твоего ранга она неплохая. Если бы мы сразу сюда поехали, можно было бы купить, но так вообще, наверное, нет. This one offers greetings. Of course. О, кстати, медицинский экзоскелет топовый и патроны кувалда. Блин, знаете, мне все это нравится, я все это хочу купить. Смотрите, короче, топовый медицинский экзоскелет, это нам потребуется. И активные пластины тоже, топовая защита от физики тоже нам потребуется. Вот насчет боеприпасов не уверен. Патроны кувалда 10, в принципе, вещь класс. Блин, мне нравится. Давайте поставим кувалду. Вроде как они прям хороши. This one offers greeting. This one has procured a special... You want me to use my staff? That is not inaccurate. I have no problem. This one... Please do... Is there anything... I'm just browsing. This one awaits your return. Отлично. Пошли пользоваться служебным положением. Все во благо галактики. Победа любой ценой. И видите, Шепард не расист. Некоторые обвиняют Шепарда в расизме, потому что на Цитадели он сказал because it's a big stupid jellyfish. Но Шепард не расист. Вот видите, расист не стал бы помогать Ханеру.
Так, что там нужно сделать вообще? Патроны кувалды, которые и увеличивают урон, и отталкивают, смотрятся на фоне всех моих текущих патронов довольно неплохо. Да, конечно, поглощение тепла, но что ради урона не сделаешь. Жаль, у него пистолета нормального нету. Зато есть медицинский экзоскелет. Что уже хорошо. Еще парочку такую, таких для спутников. Greetings, Spectre. Have you brought the package? This one promised compensation for service. You're trying to make me laugh. You think I'm here to amuse you, to make funny sputtering noises when you offer an insult instead of a reward. No. This one could raise the sum to 500 credits. If that's the best you can do. This one is glad. I'm just browsing. This one awaits your return. Блин, даже не заплатил. Вот что ты крыса. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Блин, я вот борюсь тут с двумя желаниями. Тут есть на наверии, на самом деле, очень злобные ренегатские варианты, но это, наверное, будет слишком по-пидорски. Здравствуй, Мик, поставишь. Так, где-то здесь бар был нормальный. По-моему. Или нет, или не здесь. Ну, тут, короче, на наверии же можно закончить разными путями вот это вот стартовое вступление, прежде чем ты поедешь к Венеции. И с одной стороны, вот это вот Джоанну Паразини хочется домочить. Но с другой стороны, можно оставить ей жизнь для следующей части, она тогда пиво купит во второй части. И вот это желание пива и желание справедливости, я даже не знаю. Ну или несправедливости. He's a sales rep for Binary Helix. His name is Raphael Vargas. Whatever you need done, ask someone else. My mistake, obviously. Have you changed your mind? Would you? Strange people skulking. I represent the Aramali City Council. What is your city's interest in Binary Helix? Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that we want to. You will present yourself as your real objective. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. Interesting plan. Excellent. I've assembled a dossier on Vargas. I noticed he has a If you see that, press him on the subject. I'm not going to help. Then I will find someone else. But I doubt you will find another job that pays 500 credits. Now you're talking my language. Excellent. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Про такой и такой неопределенный. Afternoon. Sit down, have a drink. I should let you go. Let me go. What sort of offer? Блин, люблю этого парня. Afternoon. I should let you go. If you wish, I will continue. Let you go. Люди считают вот это его правда про то, что люди считают разговор формой решения свободы. Это, конечно, мемная очень фраза. Can I help you? Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix.
That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? Блин, я тут даже не знаю, какой вариант более ренегатский. Сдать Азарий или, короче, посипить как синофил. Типа патриотизм Альянса, инопланетные сиськи и деньги. Тоже выберет Шепард и ренегат. Блин, я даже не знаю. Это очень тяжелый выбор. Да ладно, лафляра есть. Давай, короче. Actually, I wanted to warn you. An agent of the Aramali Council hired me to bring... Now that we know what to look for, our IT people can have a little fun with you, if you'll excuse me. Any results? Everything went as planned. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. I could easily call Mr. Vargas and tell him what I just did. Did I say 500 credits? I meant 750. Good day, Spectre. Нормально. Вот это хороший вариант. Нормально, по-моему, всех накололи. I'm sorry. The hotel is off limits to those with... Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on Nevaria now. Beat it. А человек-то умный, он не стал скандалить, он решил дезу сливать. Я думал, там, короче, если выбрать этот вариант, будет, ну, типа, он такой, о, да, спасибо, а потом Азари такая, ах, как посмел меня кинуть. Что-нибудь в таком духе, строго паладинское, но не, нормально, нормально. И убеждать не пришлось, просто пришел, нормально, мне нравится этот вариант. А Азари, как говорится, за что боролась, на то и напоролась. Решила нечестно играть и получила нечестную игру в ответ. Справедливость. Но устрашения пока все еще мало для финального устрашения. Надо еще что-нибудь, короче, поглиномесить тут немножко. Поренегасить. Нет, Вермайра еще не было. Я решил сначала на Наверию сходить. How can I help you? I'd like to speak One to moment, Annalyn. please. Yes, what? Commander Right, Shepard. fine, come in. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Funny thing about humans, we're pretty loyal to our homeworld. My homeworld is clean. Poverty is non-existent. If you take some perverse pride in that overheated, acid-washed slum, that is your business. This greeting is a courtesy. Не, ну это cooperate as required by the Nobody трэш-ток with Shepard. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Do you do business Agent with Sarah?
He's a major investor in Binary Helix Corporation. Is Binary It's Helix possible, given his interests. What our clients do in their labs. I've heard an Asari matriarch. She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak. I'd like to see her immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a... Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are Surface access, you say? Cut off, I Let said. him be stubborn, Shepard. I'm sure someone else here... What did you mean The phrase is self-explanatory. Commandos. They followed all our regulations. I had no reason. What can you tell me about Large, her? heavy, and sealed. It passed weapons. What brought her out If I here? knew she's here on business for... Back to my other Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Давай просто постоим тут минуточку и посмотрим друг на друга. Вот чисто минуточку. Может еще раз Наталья расскажешь? I believe He's a major investor in Binary Helix Corporation. I've heard an Asari matriarch is here. She arrived a few days ago, accompanied by a... Back to my other Every question. minute of my time... Ну да, я понимаю, что не реализовано, но так приятно же. Mr. Ananias isn't the only one. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't... I can bludgeon pretty hard. Talk to Lorik Keen. Can't say more. Not with... Talk to you later. Very well. The manager's... You're the Spectre, right? Что это руководство запретило вам разговаривать со спектром? А, открываете что-то? Повод для расследования? Даже не знаю. Пивко со скидкой звучит очень неплохо. А чё, он назвал Землю? Блин, правда, вариант со скидкой он выживает, это тоже не очень хочется. Я бы ему пулю в голову пустил. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do? Are you Lorik You Keen? are the Spectre that just arrived, are you not? What can I'm Commander Shepard of the Systems Alliance Navy. It's too late. Your picture has been sent to Lorik Keen. For the moment, I am the manager. For the moment? Mr. Ananias. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct... I sense a connection. Indeed. I acquired evidence of Ananias' action. I suspect you... If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass. Why didn't Ananias... Why should he? There's nothing else. How did you get a I'm pass? a manager. Most executives on Noveria are free to... Violence against Mr. Ananias' thought. He's paying them under the table. Miss If he's paying them under the table, they're mercenaries. I can kill mercenaries. Excellent. The evidence is on my office computer. This OS... Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Мне нравится этот турянец. Его фраза люди считают этот договор формы лишения свободы. Неудивительно, что никто не хочет со мной разговаривать. Это такой мем, конечно. Не устаю над этим смеяться. Да. Я люблю сюда Рекса брать, у него классные фразы есть. Но в этот раз с нами милашка Ленра. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. What'll you do if I don't? You're the Spectre, right? Laura Keen is under investigation. Блин, я даже не знаю, убеждение прокнуть или, короче, просто прочь с дороги.
Типа угрожать или просто? Не, понимаешь, вот этот вариант, это, по-моему, убить их. Посмотрим. Ananias is paying you to shake this place down. That makes you a criminal. I can kill criminals. You're bluffing. How do you rate your confidence in that? 90th percentile? Is a 10% chance of death acceptable? He ain't paying me enough to take on Spectres or Alliance troops or whatever. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Ну, я скажу так, не всегда. Некоторые варианты развития событий которые не являются убеждением, добавляют тебе больше очков отступника, чем убеждение отступника. Простите, забыл телегу закрыть. Вот, кстати, в первой части это нифига не всегда так. Тут иногда тебе дают выбор из 3 частей, как бы из 3 вариантов, и при этом ни один из них не геройский, не отступнический, а геройский или отступнический выбирается потом. Например, такое бывает. Но у меня тоже есть влияние этой привычки. Но надо помнить еще один момент. То есть есть варианты отступника, которые варианты придурка. И они дают тебе даже больше очков, чем убеждение и устрашение. То есть, например, ты можешь уболтать Рекса устрашение, а можешь обычным вариантом его пристрелить. Как пример. Я помню, Дип, когда Mass Effect первый раз проходил, сказал, что ему первая часть больше, чем вторая понравилась, как раз за счет вариативности. Такой. Кстати говоря, о военных ресурсах можно посмотреть. По логике военных ресурсов, кстати, спасать путь предназначения сам по себе рэк сколько дает, интересно. Сам по себе Рекс, кстати, дает 80 очков. Ну, если его оставить в живых. А вот Соларианский флот, например, дает, интересно. Соларианский флот дает 150. То есть, на самом деле, убив Рекса, убийство Рекса, оно дает тебе только 80 очков, на самом деле. Флота. И все. Хотя, может быть, 105, если ты еще Мордина оставишь в живых. Он тоже останется.
При этом, кстати, что интересно, капитана Кираки в первой части лучше убить, потому что тогда тебе дадут славянскую группу гор. Ол. На Вермайере, я имею в виду. Любопытно, кстати. Что это так? Смотрите, какие товарищи. Ну, вообще нет. Типа, тебе дают третий флорианский флот, если ты выбираешь сторону Кроганов anyway. Ты не знал об этом? И помимо этого, может быть дана оперативная группа гор, если ты... Короче, Биг Масавиш, вот смотри. Вот тебе все военные ресурсы соларианцев. Кстати говоря, спасение пути предназначения дает тебе 55 ресурсов за счет третьего соларианского флота. Что если путь предназначения не спас, то тогда ты получаешь оперативную группу гор, которая на 55 очков меньше имеет. Вот так. Поэтому спасать путь предназначения выгоднее. Несмотря на то, что он отнимет у тебя там сколько, 75 или 100 очков флота у людей, он тебе даст 55 у флота соларианцев и 70 у Азари. То есть там по суммарно на 25 очков выгоднее его спасти. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Да, что ты говоришь? Do you plan on making me leave? Leave? You think I'm gonna let you walk out? Uh-uh. Ananias would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're here off-duty breaking the law for bribe money. You expect us to feel bad for stopping you? If you want to fight, I'll give you one. You talk the talk. Let's see if you can walk after I break your legs. Так, Ляра, давай-ка сингулярность сюда. Далее перегрузка. Когда ты уже труп. Ну что, как говорится, зачем стрелять кого-то один раз, когда ты можешь выстрелить в него 46 раз? Да, так и есть. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Of course not. Why would I? Don't play me, Shepard. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting.
Блин, мне не хватает очков отступника, чтобы устрашение докачать, конечно. Поэтому я начинаю подумывать о том, что пиво не так важно. Но у нас, конечно, еще будут варианты. Но я и так уже много, блин, очков героя собрал. Чего не хотелось бы. Даже не знаю. Скидка нужна. Что если поговорить с Лориком просто? Always a pleasure, Spectre. Any new... Well, there are still plenty. I should let you go. wish. I will continue to enjoy the bar. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. I don't have time for pleasantries. Act natural. You want to blow my cover? You're meeting a beautiful woman for drinks, smile and laugh, pretend we're flirting. The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. If your executive board loses a few million credits, it's not my problem. I have my own mission. Yes, fate of billions and all that. I couldn't possibly understand how important your work is. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Keene is offering to pay me. Can you? I can produce a copy of Ananias's pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. I'll consider it and get back to you. If you have any love for the law, you'll talk to Keene. You know where I work. Come talk to me when you change your mind. Или 4 тела погибло на финальной миссии у меня. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it? I have no interest in a public spectacle. If necessary, yes. Do what I tell you to, or Ananias will find what he's looking for. It is good to have all our cards on the table. I regret that you have a better hand. Very well, I will testify. Make whatever Хотя вроде и так нормально отсыпали. arrangements you need with your contact. I will wait here. Я думаю, одновременно по двум причинам. Я сделал пару неверных выборов и не сделал какие-то миссии на лояльность. Потому что я тогда вообще, это было очень давно, и я концепт миссии военной... Я вообще не знал, что какие-то миссии являются миссиями на лояльность и все такое. И просто какую-то часть просто пропустил, по-моему. И я в этом плане выбрал, по-моему, все верно как раз-таки, но у меня из-за отсутствия лояльности погибло, что ли, около 4 человек, по-моему. Я вот, например, выбрал Гаруса командовать отрядом, и его замочило. Потому что миссия на лояльность была не сделана. То же самое с техником, по-моему. Как раз-таки, которому куда я Тали послал. Spectre, have you given any more consideration to my offer? I need more time. It's hard to be patient this close to the end. I can't wait to work in real clothes again. You have any idea? Можно сохраниться и посмотреть, что будет, если просто Анналеусу рассказать. I am in the middle of 9 things, all of them annoying. What do you want now? Your secretary is a plant for the executive board. Internal affairs, she said. That is good to know. Would you mind stepping outside? Люблю эту сцену, может быть, я сейчас загружусь, но просто показать вам. Your mind has not been fully on your duty to me. I don't understand, sir. I'm not losing this job. Ananias, if I don't report in, the board will figure it out. Put the weapon... I said I'm not losing this job!
Mother of... Corporal, Yes, ma'am. what happened here, Commander Shepard? Beats me. I just got here myself. Where were you when this occurred? What did you see? I only heard an argument and shots fired. So you did not... Still, I have to wonder My why... job isn't arresting criminals. It's And I shooting. should not be... Excuse me, Commander. The death of... Забавная сцена, да? Spectre, have you given any more... It took some persuasion, but Keen is... I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some That's of you... some gratitude you got. Sorry, I'm used to having my guard up. When people find out I'm internal affairs, they treat me like a traitor. While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Тут никаких очков, кстати, за это не дают. Но так и быть, все ради пива. Не для себя, но для Шепарда. I heard the administrator's been arrested. That was the internal affairs investigator. So what can I do for you today? You seem like There's you the have problems up on Peak. What was that? He got caught this time, though. Got a team of 12 under. Don't know. 15's all. You need anything? I'll be here. Access to the garage. Yes, that's genuine. Ах да, здесь же будет сейчас бой. I'd say these are what the matriarch... Так, тут вроде можно было вообще раньше сесть. Короче, вот это вот две штуки, разве нет? Странно. Where are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. Что-то What разоралось. did you do here, Commander? Only what I had to. Yes. I didn't. If I were to guess... I don't believe that. If Benezia Sama's containers We were may be seeing for a lot 3 more. centuries, The everyone... same thing that happened... I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. Здравствуйте, сибирский пивовар. Блин, Mass Effect такой приятный, в нем никаких вылетов. Багов минимум. Вот знаете, нет, тут, конечно, не скажу, что совсем нет багов, но он все же довольно вылезан в этом плане. Что если с каким-нибудь XCOM сравнить, особенно с модами. Да. Вот знаете, вот этот вот уровень опасности 1, он
не коррелирует с тем, что температура на поверхности -1 пишется на орбиты. Прохладненько что-то. The sooner we're off this frozen world. The appeal of winter wears thin very quickly. Вырубал. Надо было, возможно, угробить, потому что вроде как за ренегата играем. Но я решил, раз уж взял газовые гранаты, вырублю. Просто я условного ренегата подразделяю на две части. Ренегат, который хватает людей, и ренегат, который стремится к тому, чтобы быть пидором. Да, можно. Я и часть рукопашки почикал. Барьером всяко станул, подбежал, и в рукопашную, да. Блин, короче, вот на Мака на самом деле относительно других игр очень непривычно ездить. Знаете почему? Потому что когда ты поворачиваешь в бок, у тебя тут, короче, не знаю, машина, короче, зависит от направления камеры. То есть, если ты развернул камеру и нажал вперед, вот сейчас я кнопку V жму, она едет вот так. А если ты развернул камеру вот так и нажал вперед, она сама по себе разворачивается в ту сторону. И это порой очень дезориентирующе. В том плане, чтобы, смотря вот так вот ездить назад, тебе нужно нажать А или Д, а не вперед-назад. В зависимости от положения камеры меняются кнопки. И это супер дезориентирует иногда в сравнении с управлением каким-нибудь другим танком в другой игре. Я не сразу к этому привык. Да я вот не помню, я давно уже в ванилу не играл. Но вот здесь прям так, да. Да, по-моему, не было.
Там был только прыжковое ускорение. То есть вот такое. Вот в это вот прыжковое ускорение. Тут сейчас на shift ускорение вот такое вот. Так что не уверен. Помню, когда я последний раз проходил Mass Effect, у меня были страшные баги с графонием на вершине. Я надеюсь, в легендарке их хоть пофиксили. У меня просто от AMD был. Видеокарта от Nvidia была. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. Собственно, у меня и сейчас просто от AMD, а видеокарта от Nvidia. Перешел на AMD процесс с тех пор, как Intel скурвился и начал число ядер дожимать. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Так на AMD остался. Enemy contact. Да, это довольно долгая лока. В этом плане. What was that? Animals? Wind? This place is in bad shape.
Так, подожди, стопа. Да, было дело. Anything like them. Xenobiology is not my field. Maybe someone in the labs knows. А вот был бы с нами Рекс, он бы знал. Да, больно. Finally, some action. Ну, я рад за тебя. Ай, да ладно. Вунигель решает все проблемы. It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? Ух ты, How do виртуал. I shut this thing up? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Why do you need to know? To determine the data access available to you. Basic access is limited to non-secure queries. Secure access allows most system functions. Privileged access is available only to executives of Binary Helix. Commander Shepard, I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled. Please note that queries relating to This system is ready to process queries. I need to find Matron. Lady, but user alert. The tramways. What's the situation One here? moment. Critical failure. Critical fail. Report complete. Do you have an additional system? Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a. The creature's I'm leaving sorry, Commander. Inquiries related to. Why were you taken In the offline? event, Peak 15 must be sterilized for security. Stage 3 alert issued locally. I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require. That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. По-моему, к User реактору. alert. Land Да. line connections are disabled. Passenger trams are offline. Вообще, эта миссия, конечно, в чем-то сейчас душная может показаться, но первое прохождение, по-моему, она была не то, что душная, она была долгой. Типа, ходи туда, восстанови реактор, ходи туда, сделай код, ходи туда, выполни квесты, отбейся от Ирахни, найди Бенезию, сделай, короче, вот это вот прохождение на вере, это, блин, целая огромная сюжетная цепочка квестов. Которая нифига не короткая так-то. User alert. Main reactor shut down in a hostile contact. Так.
User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline Подожди, connections are чем disabled. убило? Типа сзади, Passenger что ли, trams зашел? are off. User alert. Online. That's all I Very need. well, Commander. Logging Не понял, out. что меня убило. Вроде User сбоку никого alert. не было. Main reactor shut down Как-то in в спину accordance зашли. with emergency containment procedures. Manual restart required. Да и барьер User вроде был. alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. По ощущениям, кстати, солдатская билка, наверное, все-таки посильнее барьера. Барьер щиты дает, а она усиливает защиту от всего. КП просто. С барьером так фейсролить не выходит, видимо, все же. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Какая же долгая тут задержка скиллов, конечно. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Я думал, вот это вот меня убило. В спину зашел. Прикладом по башке. Не знаю как. Но подозреваю, что оно. The HE3 fuel lines cut. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Я их в жизни бы ядерные реакторы так легко чинились. Ну и что, и все, починили, получается. Как же так, Ляра? Ты что, не хочешь маму проведать? Online. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Online. How may I assist you? What are the landlines and why are they The disabled? landlines connect my... This allows the... When emergency protocols were implemented within... Tell me what happened here. I'm sorry. The creatures we've encountered. I'm sorry, Very well, Commander. Вот пишут. Logging you out. На крышу. Знаете, вот я испытываю двойственное впечатление от Mass Effect в этом плане. То есть в первой части броня дает тебе намного больше, чем
во второй. User alert. То есть во второй Landline части connections смена are брони по disabled. большей части косметика. Passenger trams Потому are что там волосы offline. какие-то, знаете, в брони, ну типа 10% туда, 5% туда. И ты как бы разницы между этими броней вообще не чувствуешь. В первом Mass Effect это не так. В первом Mass Effect броня там дает тебе кучу щитов, защиту от урона, ну как бы как броню одел. Но при этом внешне она практически не меняется, наоборот. Я думаю, Iron Man всегда принесет тебе больше удовлетворения. На мой взгляд. Но это мое восприятие, не все со мной согласны. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Блин, рак не жирный, конечно. Понятно, зачем Кроганы потребовались. Она просто испугалась большого таракана и докричала: «Шепард, дави его!» Ну, я про другое, смотри, вот. Возьмем разницу в броне, которая у меня сейчас. Это вот Хищник 8, да? Плюс на ней есть еще два модуля, типа медицинский экзоскелет или защита от классического урона. И броню первого уровня, да? Ну, есть большая разница. Ну, там даже 6-го уровня, ну, как бы она растет. В то же время, какую бы броню ты не взял во второй части, но я не знаю, я большого эффекта не чувствую в этом плане. При этом, например, во второй части разнообразие оружия, оно как-то более различимо, потому что в первой части оно как-то более сглажено, что ли, идет, не знаю. Что один пистолет, что другой пистолет, ты особо разницы между ними не чувствуешь. Только в уроне и различаются, в общем-то, по большей части. Это да. Но геймплейно вторая часть мне больше нравится. Тем не менее. Мне скорее скажу так, мне кажется, что вторая часть просела в РПГшности немножко относительно первой. То есть там, ну типа, сколько у тебя отбилок на персонажа? 5-6? А здесь побольше-то будет, например. И уровней у них побольше. It looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. They're in... Can't escape. Mark the tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Руки прочь, это дали. Да, дали, конечно.
Давай. I thought I was in trouble for a moment. Блин, я думал, здесь будет большая, тут каждая мелких. Ну, вообще, да. Насчет диалогов, верно. Да в первой тоже есть средний диалог. Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Не знаю, туда ли нам, но другого лифта я не нашел. Поскольку Шепард, как Бэтмен, гениальный детектив. Но мы достаточно их испугали. Смотрите, как работало. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's control? Hell if I know. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. Call me Shepard. I was sent to find an Asari matriarch. Benezia? Yeah, she came through here. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. First we knew the bastards were clawing into my command post. We had a lot more Она, stuff. ты знаешь, возможно, не настолько вариативна в плане вариантов прохождения, но вариативна в плане отыгрыша того, какой у тебя Шепард идет через этот путь. Такая мысль. I'm packing fire and steel. They want to fight with claws and teeth? It's their funeral. You got my support. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I've got business with her. Stay out of my way. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency. Oh, if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med. Those of us left are short-handed. We've kept order by... The facility's off the network. It's... Normally the crew gets to the lab. You want my personal opinion? Labs like that existed. What can you tell me? Ask Dr. Olar. I can't tell me about the defense. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I just wanted to offer some deployment advice. You're lucky these things are dumb animals. 3 coordinated guys could take this place. Have you checked the layout yet? Easily defensible by a few people. That's not counting the automated defenses. Automated defenses can be overridden. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. Блин, Шепард его просто развел на систему безопасности. What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. Tell me about the defense. It's designed to survive a breach. I've got work. Yeah, I hear that. Блин, ну это, конечно, шикарный момент. We're all in the same boat. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Прохождение без красного тумана вообще не челлендж.
Вот без оружия челлендж. Все остальное не особо челлендж. Честно говоря. А так нормально отношусь. Слушай, я вот сам первый XCOM по челленджу медиками проходил. Ну, я думаю, имеется в виду, типа, со стандартным оружием, например. Я, кстати, посмотрел такой челлендж, это вообще жестко. А что насчет гранат? Что насчет холодного оружия? Where did they come from? Were they the... What? Because Then why would I? Tell me about you. I am Alestia. You are interrupting my meditation. You seem less That upset. is one of the virtues You're a of member of the recently science? transferred. What do you do here? Molecular genetics. Think you can It's a translate? genetic thing. Forget it. Recently molecular genetics. That's a bit technical. I am very... That's all for now. Короче, понятно, разводишь тут монстров. Uncertain. I welcome. It seems I've been... For now, with forced. This doesn't seem... With nerve. Let's have a look. Regretfully. Что у тебя есть интересного? Карпов. Кстати. Он менее точный, чем наш пистолет, но более домашний. Даже не знаю, кстати, может быть взять его? Да мы вроде от точности не страдаем. Давайте попробуем. И снайпа, кстати, так-то, ну, менее точная, но тем не менее. Слушай, меня заинтересовал, вот знаешь, вот из всего, что перечислил человек по поводу челленджа, челлендж без оружия пройти второй LV of the Chosen, вообще-то это... Вот это на самом деле реально сложный челлендж, я думаю. Я бы посмотрел даже, мне любопытно стало. Без оружия. Что входит в это понятие без оружия? Типа ты не можешь играть в XCOM без оружия? Типа у тебя в любом случае есть стандартная, да. Да, на самом деле в этом, я думаю, что какую-нибудь эту... Какой, да не то что стандартное, ультимейт так-то сейчас сложнее стандартного ЛВ. Типа, я не знаю, как ты будешь убивать No. в том же ультимейте чувака с 23 брони, когда у тебя любое оружие будет ему один наносить, простите. Sorry, I haven't had much sleep since the attack. How are you holding up? None of us have had enough sleep since the attack. I'm looking... There's also our guest, Blade. Давайте так, а считается ли, типа, оружием, например, гремлин, потому что он считается оружием. А считается ли оружием перчатка и гранатомет? А гранаты? А взрывчатка? Типа тут, знаете, много нюансов, которые вообще по-хорошему согласовать на такой челлендж надо. Потому что просто со стандартным оружием пройти можно. Можно пройти, просто не пользуясь им. Ну нет, Биг поставишь, в том-то и дело, что нет, понимаешь? Если у тебя слабое оружие, ты даже первыми дыроколами убавив, ты все равно будешь его полгода убивать. У тебя тем временем может остальная часть врагов вынести. Warning. Watchdog protocol is active. Вы офигели? Так, подожди, а почему барьер не работает? Воу-воу-воу. Да вы офигевшие вообще? Чё они на нас напали-то? Не, ну вы огребаете, ребята. Тут вы сами напросились. Кто-то говорил, если спасти их, то тут все в порядке, но как бы да.
Кстати, а чё за них дают? Какие военные ресурсы они дают? Без огнестрельного оружия можно нормально пройти. Я так скажу. Без всего оружия, вот тут я сомневаюсь на самом деле. Хотя, блин, ну не знаю, очень тяжело это будет. Это я бы не взялся, наверное. Вот так помогаешь тварям отбиться от как бы этих, а они на тебя бычью рожу поднимают, вообще охеревшие. Так еще раз, псионикам тоже нужно оружие. Вы отдаете себе отчет, что псионикам нужно, во-первых, все оружие, а во-вторых, всеусилитель, который тоже считается оружием, если что. А без него ты не можешь нормально даже майнд-контролить. То есть, еще раз, я когда пси-усилители одеваю на всю команду вот в твоем последнем трае, я говорю снять оружие, чтобы переодеть их с одного на другое. Вы понимаете это? Это тоже оружие. Блин, фактически все снаряжение, кроме, наверное, гранат и ракет, это оружие. Да и гранаты, на самом деле, тоже под вопросом тут немножко. Нет, это именно что технически считается оружием, Бигма ставишь. Потому что, еще раз, ты когда тебе не хватает усилителя, ты жмешь кнопку снять оружие с остальной команды и снимаешь усилитель. Кстати, Азари куда-то пропала. Так вот, что я хотел проверить? Я хотел посмотреть, что за капитан Вентралис. Ну, это даже не челлендж, помидор. Не. Я проверил переносимость сохранениями данными. На самом деле на наверие, на военные ресурсы влияет только убита королева или нет. На этих бомжей вообще пофигу. То есть я не считаю прохождение без укрытий вообще особо каким-то челленджем. Потому что, блин, я играю без укрытия, мне кажется, 70% игры. Если я буду играть все 100% игры, просто не заходя в них, ну я не знаю, что изменится, как бы, но ничего особо не изменится. Типа случаи, когда у меня в укрытие кого-то застейвили, наверное, я могу пересчитать в игре по пальцам руки просто. We can't have any shooting in here. This system is online and we don't need very well, Commander. This system is online and very well, Commander. Ну даже если не в первый ход, понимаете, я считаю, что ну вы видели мой стиль игры. Я считаю, в XCOM лучше полагаться на какие-нибудь щиты, в крайнем случае на смог. Тут, понимаете, какое дело? Вот эта вот игра через укрытие, она позиционная слишком, а тебя слишком часто таймеры душат, поэтому она мне не очень нравится. Здравствуй, Андрей.
Да, нормально отношусь, но сам в него не играю обычно. Я бы то разве что в компанийный мультиплеер. Поиграл бы. Знаешь, на XCOM хорош тем, что на него делают прекрасные тактические моды. А мультиплеер, к сожалению, их не поддерживает, как правило. Но на пару раз с друзьями было бы забавно поиграть. Я бы посоревновался с чатиком, знаете, в какой-нибудь лонгвар. Берем как бы модера из чата и ставим его за пришельцев. И он начинает пытаться... О, подожди, нет, матриарх. Тут вроде где-то можно всех рахни вытравить. Помню, был такой квест. До или после к матриарху, правда, не помню уже. Да, они сами на меня напали. Крысы какие. Слушай, я спектр, кого волнуют их запреты? Делаю, что хочу. Какое право они вообще мне что-то запрещать тут имеют? Типа они террористы просто. Предателя. Цитадели и предатели человечества, учитывая, что тут людей много в охране. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. I have no idea what you're talking about, and I don't care. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. You won't look so smug with a hole in your head. Your insolence is a poor mask for your fear. Take cover! Ну и чё, где там? Блин, вот эти танки, которые все духами не пробиваются, конечно, мерзотные.
Где-то ладно. О, хорошо. Магия. Просто не понимаешь. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. Да вообще изи, не вспотел. I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. You chose to join with Saren. You just got more than you bargained for. It is a terror to be trapped in your mind. To beat upon the glass as your hands torture and murder. Да, I was есть такое powerless. немножко. Nothing but a tool for Saren. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Tell me where the Mu gate is before I lose my temper. Of course, Commander. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Кстати, товарищи, такой вопрос. Do you know where he planned to go from there? Я тут шумоподавление на микрофоне перенастраивал. Как сопение в You микрофон? must find out quickly. Ну, на этом стриме. I transmitted the coordinates to him before you arrived. Должно быть вроде You получше. have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Ну, то есть, когда я молчу, микрофон не работает вообще, потому что шумоподавление абсолютное. Вот давайте я вот сейчас, после смерти Бенези, немножко помолчу. Кто самый могущественный биотик? I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. First you turn on the Council, now on Saren. You're not loyal to anything, are you? I suppose that is how history will know me. Mother. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... Помолчим немножко.
Вот эту вот паузу с тараканом я молчал. Сопение было слышно или нет? По-моему, нет. Но я, может, ошибаюсь, со стороны вам виднее. Who am I speaking to here? Ну, значит, шум подавления нормально работает. Просто я не могу говорить и не дышать вообще. Если долгий диалог затягивается, нужно периодически получать кислород. The Krogan wiped the Rachni out 1,000 years ago. The sky is quiet now. Our mother's songs are lost. And those who slew us now walk to meet the same fate. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. I'm more than willing to wipe them out. Such discordance bodes ill for what we must compose here. Before you Парни, палец вверх, палец вниз. Жучару давим или нет? What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Look, those tanks? Acid. Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence. Вы пока подумайте, а я сейчас отойду на минутку. Ну, что скажете, чат? Ладно. Большая часть за доверие. Чат пусть, как говорит Андреймар, но я послушаю чат, ладно. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Правда, ныли. Ой, да ладно тебе, Андреймар. Вечно ты за геноцид выступаешь чей-то. Прости, Аарона Шепард делает контрольный. Да, Андреймар, мы же не нацисты. Так, тут вроде можно их зачистить после этого разговора, прежде чем уезжать.
Да, по-моему, к риск-лабораториям как раз. Ну, я сегодня уже убил одного таракана в реальности. Но если бы я не убил, мне кажется, он бы меня не сожрал. Are you here to secure the If by situation? secure, you mean I am shoot. certain you are having strong feelings. I understand that we'll be dead soon. Talk fast. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in craters. They should have destroyed it. Binary Helix plant, but when they get after she lays eggs, they move her to Rift Station. Hold on. Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Egg queens can lay eggs in Separating them. I am thinking that Are you telling me? these Rachni are beyond saving. I'm not familiar with It creates bursts of neutron. How do we... Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Chimera destruct. That's the last of them. Connecting. I have full access to Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without... Who would have the code? Director of Operations, Yaroslav Tartakovsky. We're moving on. Logging you out, Commander. Чё страшного? Online. How can Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without... Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verify. Уже надо просто пробежать, по-моему, мимо них, да? Покидали говно. Но это же неправильные тараканы. Правильного мы отпустили. Блин, плохой таракан. Последний остался. И я растазился. Да я почти всех убил. Тут же их надо за 2 минуты еще убить всех. Пусть, да. Да я же кинул все сингулярность. Почему на них кто работает с сингулярностью, не работает, я вот этого не понимаю. Вроде он же в сингулярности должен быть. Что-то с вами не так.
почему не стреляет пушка? Можно вопрос. Вот почему я не могу выстрелить в этой позиции, я не понимаю. Ой, да хорош, жучара. Меня больше раздражает, когда пистолет после применения обилки начинает секунд 5 тупить и не стрелять вообще. Чем любые убийства всегда. О, я придумал. Давайте снайпу возьмем. Хотя, блин, она урон вообще почти не наносит. Честно говоря. Нет, снайпа это тоже это. Одного жука убивает слишком долго ей. Надо было Крогана взять, брать с собой. Вот в чем ошибка наша, понимаете? Просто Крогана не взяли. Да. Так, подожди, а сейчас-то как меня убило? Вроде фул хп были почти. Блин, один раз почти всех убил, последний чуть сожрал. Назло. Все, кончились. Кстати, хороший момент, надо было использовать гранаты. Но просто Шепард гениальный тактик и стратег, поэтому он не использует гранаты против кучи врагов в замкнутом помещении. Вы не понимаете, таков был план. Я вот знаете, над чем сейчас думаю? Если в рейнджеров играть, на какой сложности? The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? I won't be a puppet for the Asari. I give the orders around here. Understood? Forgive me, Commander. I was only trying to help. We're done here. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander.
Любимый Commander, момент. do not cut me off like last time. I fail to find it amusing. Whoops. And we're out. Не, ну надо же было отчитаться. Хотя, если уничтожить царицу, там есть прикольная идеология. Простокваша, вот это особенно звучит весело, учитывая, что в первой части тебе совет зарплату не платит. Хотя, по идее, должен был бы. Вы знаете, когда ты, короче, миссию какую-то делаешь во второй или в третьей части, тебе приходит финансирование со словами финансирование сервера или финансирование альянса. Carry on, Presley. Yes, sir. А вот в первой части нет. Да ты можешь связаться с советом и отчитаться. И я думаю, загадка того, почему в первой части Шепарду не платят зарплату, это его отчеты совету. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Admiral, I'm on urgent business with the Citadel. Is there something you need? Let's get one thing clear, Shepard. You might be a specter to the aliens, but to me, you're just another junior officer. Be respectful. I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship, and you. I wasn't keen on it either, but there are advantages to being above the law. Don't let the title go to your head. No one's above the law. I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. This ship saved our lives a dozen times over. An exaggeration. I've read your reports. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Вы мне зарплату не Normandy is an платите. Alliance warship, but she's on loan to the Citadel. That means she's not in your chain of command. Вообще, вы мне зарплату не платите. Wrong with my ears. Did you just contradict me? This ship is Council property right now. So, respectfully, please clear the gangway. Have it your way, Commander. But expect me to file a report on this. Напугал отчетом. Вот чисто напугал отчетом. Вот реально напугал. Кстати, если, короче, не спасать совет, то контр-адмирал Михайлович является военными ресурсами. Вы не знали? То есть условия его появления в военных ресурсах — это не спасать совет, если я не ошибаюсь. Да. То есть технически это означает, что он погибает в случае, если ты спасаешь совет. То есть он один из кораблей, которые погибают в случае... Ну, командует одним из кораблей, которые погибают. О!
Вы посмотрите, кто у нас здесь. Commander Shepard? Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? I'm not in the mood, Miss Al-Jalani. People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. I can give you the chance to set the record straight. What do you say? I don't have time to justify myself to your viewers. I have a galaxy to save. Excuse me. Your choice, Shepard. Подожди, это не тот выбор. Вообще, парни, я считаю, что бить ее по лицу — это выбор Парагона, поэтому как ренегат мы ответим на все ее вопросы. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? We all know it should have happened years ago. I hope the Council realizes that we won't sit at the kids' table forever. Some believe that without firm action on our part, the Council will continue to treat us like poor relations. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? I think they know not to ask me to work against my own people. I think our viewers will be glad to hear that, Commander. You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? The Normandy is a triumph of human engineering. Like our development of fighter carriers, it shows other races that we're able to think outside the box. That's gratifying. Many defeatist officers claim that the Alliance can't compete with the naval power of, say, the Turians. Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Miss Al-Jalani, I wear the Alliance uniform. And if you think anyone other than me says where the Normandy can go, you're sadly mistaken. No offense intended, Commander. I'm sure you have to follow the orders of your superiors. Of course, now your superiors are aliens. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? I made that call to save myself, my crew, and the inhabitants of Noveria. And I'd do it again. It's gratifying to see someone who'll make tough choices to protect the lives of humans. Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Ever read Machiavelli? He believed it's better to be feared than loved. We build a few dozen more dreadnoughts, I guarantee we'll be respected. I hope they remember that when they pass the next defense budget. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Блин, ну... Блин, ну тут нет выбора ренегата. Какое же тоже выбрать? Даже не знаю, парни. Такой тяжелый выбор. Ну, это не выбор ренегата. Кстати, если ее ни разу не бить за всю игру, то тебе 5 очков военных ресурсов дают, вы знали? Блин, это тяжелый челлендж. For a long time, the Council sat on their hands with regard to Saren. I have to wonder where their thumbs were. Strong words. It's a good time for strong words. Good luck in your mission. Thank you for your time, Commander Shepard. Она, кстати, заплатила нам за интервью. Если что. 50 тысяч кредитов. 55 даже. Лол. Не, ну вы видели? Видели? За интервью заплатила.
довольно любопытно. Блин, я вроде с тобой не разговаривал, уже куда-то ехал. Commander Shepard, I see you got my message. You said you had a job offer. I do. My sister Dahlia is a crewman on the cargo vessel operating. You want me to hunt down the people? This is where the rest of the crew was killed, but she was taken prisoner. You can't negotiate with criminals. It's too late. I've made a terrible mistake, Shepard. But I was afraid for Dahlia, so I just paid the ransom. You got in over your this head is and easy money. I tracked the... I need you to go to the Merc base, take them out, and bring my sister... Don't worry. Come back and see me when the job... This place seems strange. Wish there were more humans around. Да, так что за интервью тебе еще и бабки платят. Но я уверен, ББПЕ это все еще вариант Парагона. Поэтому мы, как настоящий ренегат, будем не бить ее по лицу. Мы не... Шепард, конечно, не злодей у нас, но не настолько добрый. Major Kyle surrendered and is now being treated for severe post-traumatic stress disorder. Пошли, наверное, доделаем дуб-квестики, там всего пару штук осталось. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Message coming in. Patching it through. Commander, Ms. Al-Jalani's story on you just aired. I don't agree with everything you said, but at least you got her on your side. I just hope it doesn't damage relations with the Council. The Council can kiss my ass. I'm entitled to my opinions. When you wear that uniform, you represent the Systems Alliance military. As a Spectre, you represent humanity. There is one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient. I'm sure Saren inconvenienced the people he killed on Eden Prime, too. I'm on your side, Commander. Remember that. This comes from the Joint Military Command. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Ну, как говорится, the council can kiss my... Вы поняли. Так, куда там нам надо заехать? Система отваги, конная голова. Ну, пошли посмотрим. Подожди, а где-то он, где нужно... А, вот, на вере. Ладно. Не знаю, может правду говорят, что не успею докачаться, как-то прокачка сильно замедлилась, конечно, под конец игры.
Ну и где там его брат пропал, интересно. Я вроде был уже в этой системе даже. Ну вот эта система. И что мы тут ищем? Гуманность, конская голова, отвага. Корабль, говорят, должен быть какой-то. Тут же не просканируешь даже ничего, как в третьей части. Не знаю. Вот здесь я еще не был, Ахерон и Рэп, кстати, Стикса. Хотя, может, был, не знаю. Тау Артемида и Македонии. И здесь я вроде был. Это же система, где Малиару искали. Точнее, сектор. Нам же точно не на Шардзилу, да? Что эту планету я сканировал, по-моему. На нее? Странно. Я вроде был уже здесь просто. Да я вроде уже был и даже вынес пиратов. Возможно, без этого задания просто. Наверное, вот эта крепость. Что тут уже, как видите, протканено все. Ну, кататься долго не придется. Да, здесь были пираты, по-моему. Сейчас все убиты уже. Securing point. И где? Надо было просто доказательства загрузить. По-моему, это база пиратов, командором которых была как раз Азари. Но она типа даже безымянная была.
То есть я просто пришел в какой-то момент во время зачистки до локации, убил ее и ушел. Даже не заметив ничего необычного. Но вот то, что корабля нету в системе отваги, это страх. Ну это ж пираты. Мы за мясник. По-моему, в Теда Стикса я не был, хотя, может, ошибаюсь. Да, вот здесь мы еще не были. Альтая. Я не могу понять, где корабль. Корабль, ну вот по оставшемуся квесту. Тут понятно, надо просто к настанию вернуться. То есть вот это вот квест, разыскивается человек. Я пришел в систему отваги и не нашел его. А здесь, по-моему, мы просто сканем все. Что у нас, кстати, по левелапу? 26-й, сейчас 27-й будет, да? Ну вот вроде всего 3 уровня осталось, но может быть... Ну и квестов не так много осталось. Что там, Вермайер, Илос и все. Ну и на Цитадели. Попробуем. Сначала надо оставшиеся планеты просканить. Интересная планетка, на Мордор похожа. Мне вот, кстати, интересно, вот эти вот движки, задние и передние, они отдельно считаются или вместе? По-моему, отдельно. О, блин, я уже испугался. Неужели пришлось бы лезть на эту гору ради этого металла? I'm on my way. You lead, I'll follow. Может, кто-то есть. En route. Тоже тут. Рахни, что ли? Да. Блин, только от жуков. А, ну да, это, наверное, миссия как раз открылась после прохождения жуков. Блин, они еще плюются кислотой, которая мака броню пробивает.
Ну это просто неправильный таракан. Кстати, эти тараканы остаются, даже если задавить мамку. Ладно, время нарушить гранат челлендж тогда. Get down! Eat this! Решено тебя. Да, вот после игры в Mass Effect я гранатам в XCOM точно доверять не буду. According to this, they received a supply ship. Where'd that supply ship? One moment. I have it. This one came Let's get from... this over with. Very well, Shepard. Mayday! 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 This is Lieutenant Marie Durand, 314th Infantry, Alliance 10th Frontier Division. The listening post has been overrun by unidentified hostile life forms. Кстати, квест даже дополнительный. О, левел ап наконец-то. Сингулярность вторая. Всё. Докачай ренегата. Но я считаю, все еще мало на ренегателе. Надо ренегатить больше. Главное, что не заднеприводный. Слушай, на мои ноги подстрелили. Не надо тут. Какие-то особенные ракные солдаты. За них прям 2 КХП отваливают.
Ну, Анделимар. Наоборот, это правильный ренегат. Всех подряд убивают только пидоры, известно же. Известное же дело. Что-то их там больше, чем обычно выросло. Жестко, жестко. Не, ну я имею в виду, если ты будешь пользоваться каждой игровой возможностью, кого мы не убили? Давай так. Колонистов на Феросе мы не стали убивать. Они, очевидно, главная угроза Альянса. Рахни мы не стали убивать. Ну слушай, ну блин, последнюю королеву геноцидом пахнет. Да. Колонисты, кстати, по-моему, в последней части будут военными ресурсами. Что-то на Джине ремонтируется. Ты не понимаешь, Анделимар, вся суть в равновесии. Мы оставим живых и Рахни, и Кроганов, и пусть они сдерживают друг друга. F это вернуться на Нормандию. Я считаю, что в 4-м Масс-Эффекте должны быть Кроган-Арахнийские войны, часть 2. Вот, кстати, очень интересно, сейчас же в разработке как раз следующая часть Mass Effect. Мне очень интересно, какие решения они сочтут каноничными. Мне кажется, они оставят Рахни и Крогана. Да, или Анделимар, ты считаешь, что Кроганы тупые, значит отступят. Нет. Последний британский данными, кстати. Кстати, здесь, по идее, должен быть молотильщик на этой карте. Не хватает возможности ставить апгрейды на Мака, правда?
Насчет Кроганов я не знаю, соларианцы геи точно будут. Опа. Что такое? Опять рак. Блин, что-то прям придушили. На какую кнопку ремонт, скажите кто-нибудь? А то на G и на F она не ремонтит вообще. Есть же вроде. Так мы же не в ванилу играем. Я потом вернулся на Нормандию. Может, остановиться надо? Не, я потом беру возвращение. Покажи мне, где в управлении ты это покажешь. Тут как бы нет в управлении этого. Кстати, за Рахной неплохо XP отваливают. Что мы не зря сюда заезжаем. Месторождение урана, понимаю. Как говорят во второй части, Робин Юранов. Больше ничего тут нет. Вообще, зачем догадывать настройки управления, когда есть чат? Возвращаясь к твоим словам, Андаримар, 500% рейнджера — это, конечно, та еще духота. Даже в чем-то скучная, наверное, духота.
В том плане, что это всю игру в одной системе сидеть. Как бы да. Got it. You lead. I'll follow. Я, по-моему, один ресурс не нашел, да. Где-то вот, по-моему, ресурс должен быть. Я его пропустил. А нам до 28 уровня. Ну да, много. Что, кстати, качать будем? Качать, наверное, будем сингулярность. Белфора. Себя хорошо показывает. Странно, карта мне показывает, что здесь должен быть рез, а его здесь нет. На удивление. Что я не ту карту смотрю. Может быть. Да, наверное, я не ту. Но рез я все равно пару штук пропустил, да? А не в другом месте. Что-то здесь должно быть, что-то здесь должно быть еще. Не, можно, конечно, поиграть в рейнджеров на 500%, подушиться. Получается, без клеща, наверное, надо играть. Главная душка на максимальной плотности в рейнджерах — это черные дыры, на удивление. Там проблема в том, что там в черных дырах идет такая прогрессия, чем больше врагов ты в них убьешь, тем жестче они становятся. Но при этом, если играть с модами в сборку Universe, то у тебя есть 2 босса в черных дырах. Это Келлер и это Макпелла. И дело в том, что ты на самом деле не должен просто похищать черные дыры, пока ты этих 2 боссов не вынесешь там. По той причине, что если ты будешь это делать, это превратится в непроходимое говно. Которое, блин, люди, которые на рекорд проходят, простите, с замедлением ФПСа. Потому что иначе это непроходимо становится вообще буквально. Там игра сводится к тому, что тебя в гипере шотают с удара. А тебе нужно сделать 10 миллиардов выстрелов. Ready.
И вот тут у тебя возникает дилемма. То есть, с одной стороны, при таких раскладах там есть кап прогрессии. Там есть кап прогрессии, поэтому игра потенциально проходима. Я недавно заходил в группу рейнджеров, там как раз человек, который, ну, тоже имеет свой канал на ютубе, как раз рейнджерам посвященный. Он выкладывал твой сейв перед прохождением келлера на 500% максимальной прогрессии, где кап прогрессии. Я думаю, это сейв непроходимый без замедления пепоса. Он его с замедлением проходил. Там народ в чатике попробовал и сказал, а вы уверены, что он вообще это прошел? На что чувак скинул твой рекорд из таблицы рекордов, доказывая, что вот смотрите, я прошел. И это я говорю, кстати, не про игру с модами, я говорю про оригинальную игру, про оригинальные 500%. Модами у тебя еще Макфелла будет добавок. Потому что моды же добавляют клисан. Причем клисане тоже та еще глина. Клисане на самом деле сильнее доминаторов. За счет того, что у них оборудка лучше. И она у них сразу максимального ранга выдается. А опыт за это не срежут. Что-то не включается. Или мака, или туреля. Не, я лучше на мака. Блин, а за них экспы не дают. Это нечестно. Ну, пародия на взлетный десант выходит слабенькая, скажем прямо. Тут интересная группа всего. На самом деле, Дэвил, ты немножко не прав. Хотя я тоже согласен с хейтом этой душноты на 500%. Там нужны скорее не читы, там читы нужны, если ты неправильно начал играть. То есть вообще в теории ты можешь на 500% убить келлера в первый год игры. Если тебе заспавнится дроид младший на какой-нибудь планете необитаемой.
Ну или ты его в награду за какой-то квест получишь. В первый год игры. То ты можешь просто войти в эту черную дыру и убить его в первой встрече. И тогда там просто прогрессия минимальная будет, поэтому он не будет так душить. Все равно, конечно, тяжело придется, но это можно сделать. Другой вопрос, как ты потом будешь без келлера доминаторов фармить без трансфакторных маяков. Но это уже другой разговор. У жуков меньше, такое чувство не становится. Надо было давить, пока были тараканы. Все, кончились. Holy hell, sir. Talk about a near-run thing. I'll live. Still on my feet. We've been fighting for almost 26 hours straight. None of us will be standing for long. Ma'am, we're getting a signal from one of the ground scan UAVs. A big hollow space about 500 meters under the surface. Right. That must be it. That must be where they're coming from. My people aren't in any condition for a clearing operation, though. What sort of opposition would Hell if I know. If you want to take a... You saved our asses, Commander. Thanks. Что за координаты-то? А, шахта кишащие ракни, наверное, это. Да, это, конечно, веселый выбор. Это, как говорится, I should go. А что? База жуков под землей, нам пора. И именно так, мальчики и девочки, Шепард дожил до спасения галактики. Да, это вот эта шахта как раз.
граната я и не приметил. Medical deployed. I'm ready to return. Now it gets fun. I'm ready to return. Now I'm ready. Многовато их тут, конечно, да, прям реально зачистка нужна. Каждые дыры прям лезут. А, у меня герой застрял. Подожди, я не могу стрелять и не могу двигаться. Лол. Что? Почему? Я просто не могу стрелять и не могу двигаться. Офигенно. И не могу применять все билды, конечно. Просто застрял на месте. Как будто в стазисе. Да. Не, ну типа под обилками в принципе норм, но так вообще да, по обычному. Обычного дамага не хватает. Ой, да ладно, тебе через дырку.
Заплевали. Вот типа если кинуть деформатку и так стрелять, то с дамагом в принципе норм. Вот и забилок, да, грустно. Как сказать? Так, вроде в этой комнате мы все зачистили. Конечно, эти обилки нужны были бы на особо жирных врагов. А тут не особо жирные враги, а обычные враги. Большая кракозябра, которая при этом ничего не берет. Стазиса. Да, живучие, как тараканы. Ну вот, разобрались. По XP. Да, 28-го еще дофига. Вроде столько сделал, а даже уровня не поднял.
Так, ну, эту систему мы зачистили. И этот сектор тоже. Пошли поищем еще раз кораблик на доверие. Говорили где-то тут. О. Нашли. Ставим, значит. Вот на давине пишут, есть молотильщик. Ready. Так, куда пойдем? Мы пойдем направо. Ведь наше дело правое. Спасти галактику. Ну смотри, Андреймар, если мы, короче, на Вермайре убьем Кераки, но при этом оставим живых Рекса, ты будешь доволен? Оп. Я думал, Андалимар, ты будешь почувствовать с этим Рексом. И Кроганов. Ведь они гораздо больше похожи на эльфов, чем фаларианцы. Долгоживущие и несправедливо обиженные.
ну что сразу недоорком-то? Что здесь делает тяжелая турель Альянс? Кто ее продал этим козлам? А, это наемники. Ну посмотри на Рекса, он же умный. Вождем может стать. Пытался в пацифизм. Или не отвлекся на сообщение от Далимара, задумался о его справедливости и меня убили. Надо было барьер обновить просто. Ну, Далимар, это как раз нормальное явление. Вот у нас тоже технологии развиваются, а коммунизм мы не построили. А вот варианты построили коммунизм. Подожди, снайпер что, щиты пробил? Как-то быстро. Задумался о прекрасном каврианском коммунизме. В сравнении с Кроганами. Да, дамага, конечно, не хватает, особенно по Крогану. Душнило. Но это не повод их геноцидить. И как там, Далимар, тебе просто не нравится, что Кроганы такие сильные, ты им завидуешь.
пистолет-то не стреляет? А, я не могу выстрелить, блин. Почему-то Крогана в тазисе. Понятно. Что с ним не так? Почему по нему нельзя стрелять? Вот, теперь можно. Не, понимаешь, Мандаримар, это как, короче, как ботан, который, ты как ботан, который качкам завидует. Вот Кроганы, они как качки, сильные, могучие, мощные, но тупые. А ты как бы как ботан и завидуешь им. Думаешь, ты такой умный весь из себя. Но завидуешь. Завидуешь их силе и мужественности. Да, Михаил, вот и я там же. Так, что по доп-квестам остается? База Сигма. Башня Цитадели. Еще в базу Сигма, а потом на Цитадель, видимо. Вот знаете, вот я хотел сказать Андаримару по поводу Кроганов, что если кто-то тупой, это не повод подвергать его геноциду. Но у меня застряла эта фраза во рту, понимаете? Потому что я чувствую нетолерантность к тупым. И я такой, блин, ну вообще надо бы так сказать, конечно, но что-то застряло во рту. И в этот момент я вспоминаю, что во вселенной космических рейнджеров есть такая организация, которая называется РБД. Радикальные борцы с деградацией. Которые убивают живых существ для очищения генофонда. Ну, то есть, если кто-то слишком тупой, то они его мочат для того, чтобы он не передавал свою тупость грядущим поколениям. Так, вроде здесь я уже был даже, да? Мне кажется, Андаримар это неразрывно связанные вещи. То есть... Это не значит, что вы такой интеллектуальный человек не может быть агрессивным. Но мне кажется, в среднем есть корреляция. Тут просто, мне кажется, действует такая логика. Чем более существо тупое, не говорю, кстати, только о людях, тем более оно агрессивное. А видишь ли, в чем дело? Дело в том, что агрессия — это один из выходов из конфликтных ситуаций. Причем самый простой выход в большинстве случаев. И для того, чтобы придумать другой выход, тебе нужно прилагать больше интеллектуальных усилий. И как следствие, выход ведет к агрессивности.
это не прямая корреляция, можно быть как бы умным и агрессивным, а можно быть тупым и спокойным, но при прочих равных, я имею в виду. Что ты думаешь о такой теории? Ну вот, да, вот и я об этом, Михаил. Не-не-не, мы как раз обсуждаем тупость. Но тут надо понимать, что даже если какой-то вид достаточно тупой, вот возьмем Кроганов, например, он способен развиваться. Надо просто ставить его в условия, где ему нужно будет совершенствовать свои интеллектуальные способности. Разве нет? А не уничтожать. Типа бороться можно по-разному, и уничтожение это не единственный путь. You lead, I'll follow. Тем временем, кстати, мы незаметно 10 недель потратили. Так нет, вообще-то нет, Андремар, вообще-то все строго наоборот. Смотри. Дело в том, что когда Крогнанов вывели в космос, их заставили воевать, буквально. Типа их вывели в космос для того, чтобы они сражались. И, ну, это требует агрессии, очевидно. То есть толарианцы, которые вывели их в космос, они такие: о, вот как бы вы тут крепкие парни. Давайте-ка вы станете нашей пехотой. И будете ходить в рафне на мясные штурмы. Тысячами. Ну и Кроганы такие: окей. То есть про то, что им дали возможность, это неправда. Вот после того, как война закончилась, Кроганам уже дали возможность. Но Кроганов это не устроило, они хотели все больше и больше. В итоге они начали сами новую войну. С теми, кто и вывел из космоса. Но надо понимать, что их, собственно, приучили к войне. Их подняли и разбили для войны. То есть, если бы их развили для другой цели, может быть, они пацифистами были вообще. То есть, это скорее ошибка толарианцев, которые занимались их воспитанием. Скажем прямо. Все вроде здесь. Гаргона в Руаргуса, да?
Ну, геноцид — это не единственный способ исправить эту проблему. Но генофаг вообще называется генофагом именно для ассоциации с геноцидом. Для его воздействия кровно медленно умирают и вымирают. А если они адаптируются к нему, его модифицируют. Тут у нас есть опять каски в узких пространствах. Нет, рахни, лол. Блин, почему, когда играет за Шепарда биотика, он не может кричать I will destroy you? Мне кажется, это недоработка. Вот вражеские биотики могут, а Шепард не может. Personal data recorder for Major Elena Flores. Play the first entry. Sigma 23 is almost fully operational. The barracks and storage lockers are complete, and we've begun stocking the munitions. It's highly unlikely the Alliance will patrol. Looks like we'll have space for 2 reinforced... Cerberus may be a bigger threat than we... Play the second entry. The package arrived today for field testing. I'm told they're fundamentally similar to the units being developed on Novaria. They promise this batch will be stable. Something about them developing in proximity to the master control unit. We detected some pirates setting up an anchorage in a neighboring system. We'll try deploying them there first. Play the last entry. They've escaped containment. Clever bastards. We treated them like animals. We should have treated them like POWs. They're spreading. Boarding the supply ships and sending them to random destinations. General, if you recover this message, my advice is, screw the Rachni. A Rachni experiment gone awry. Let's go. Если ты имеешь в виду катание по полу, то да. От биотики катаются по полу все. Так, а где тут система самоуничтожения? А, это у Кайдена такой стоит. Ох, лол. Блин, вы серьезно? Вы хотите, чтобы мы бежали, блин,
Через кучу рах не за минуту. Хороший вопрос. Предполагаю, что нет. Это же станция, она довольно большая, фрегатом ее не взять. По лору, по крайней мере. Полагается, что это станция Цербера. Ну чё, в Цитадель поехали, Невермайнд, наверное. Вроде мы все допылесосили, но если что-то пропустили, ну что поделать. Где фанат, кстати, стоит нынче? Надо бы к нему зайти. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Carry on, Presley. Да. Ну, как механики их нету. Это не концепт. А по сюжету они встречаются иногда. The commanding officer is ashore. XO Presley has the deck. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians Бои были бы, если бы главным героем был Джокер. Or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Так, куда там нам надо? К Насане надо дойти, да? И к башне Цитадели, да? With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. Yes, most of the technology I had hoped to bring back to the flotilla has subsequently attempted to kill us. Говоря, кстати, о флоте и Вархаммере, есть же Battlefleet Gothic Armada. Я ее проходил как-то. Просто, знаете, сложно иметь в одной игре все. Но я бы не отказался от какого-нибудь AAA проекта, который по концепту как космические рейнджеры, честно говоря, но такого просто нету. Типа Star Citizen пытался сделать что-то подобное, но в итоге превратился просто в кражу бабла от доверчивых фанатов. К сожалению.
Yes, Shepard? Did you find my sister? Dahlia's dead. I killed her No myself. need to raise your voice, Commander. If people found out that is why I misled you. I could not risk... Your sister was a slaver. She got what was coming to her. I could not agree more. She was my sister. I am glad you are not I shall my transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. I'm a Spectre, not some merc for hire. I can find credits anywhere. True. I will get you added to our... Goodbye, Shepard. This place seems strange. I wish there were more humans around. Да, но Stellaris — это стратегия, не РПГ. Welcome to on the far end of this level. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Да я-то понял, Андрема. Только не понял, чему ты иронизируешь по поводу. Я-то понял, что Stellaris имеешь в виду. I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I found your brother's body. Willem's, when his ship dropped out of contact, I just... False hope doesn't do anybody. Maybe. Please excuse me. Да, сейчас на рынке пойдем. Я бы скорее не отказался посмотреть что-нибудь вроде космических рейнджеров, только, блин, как соло-РПГ какую-нибудь. Знаете, вот чтобы в космосе ты сражался как это, как Джокер, и на планетах как Шепард, и с открытым миром еще. Welcome back, Earth. Show me what you... Коля, даже не близко, там же никаких квестов, никакого открытого мира. You were too busy to talk last time, but that's not a problem. I know you're busy being the first human Spectre and all. I don't have time for this crap. Go back to whatever hole you crawled out of. So that's how it is? Well, you're not the only one who can stand up. Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, Нет, это слишком добрый поступок, Смолин. Я не стал. soldier who won the love of his troops during conflict with the Batarians died of natural causes. Kahoku is survived by his wife and 3 children who are planning a small... Блин, у Кахока еще жена и 3 детей остались. Жалко мужика. Чертов Цербер. Кто, Кахоку-то? В чем? В том, что за своих людей герой стоял? Ну... Так он не один полез. Я уверен. Более того, он никуда не полез.
Его нашли, захватили в плен и убили. Ты отдаешь себе отчет в том, что он попытался залечь на дно и спрятаться, когда понял, что за его головой идет охота. Его нашли, пленили и убили. Куда он один полез? Ты смеешься? Ты вообще его квест проходил? I could not help but notice that you are attracting some unfriendly stares, Tally. Many think less of Quarians for traveling in the flotilla. Последнее сообщение, которое ты видишь от Кахоку перед его смертью, он тебе прямо сообщает: Шепард, за мной охотятся, я залегаю на дно. То есть его нашли, взяли в плен, притащили в лабораторию, в этой лаборатории пытали и ставили на нем эксперименты и убили по итогу. И когда ты его находишь, говорят тебе сообщение, что Цербер до него все-таки добрался. Куда он полез один? О чем ты? Your biotic skill is extremely impressive, Dr. Tassoni. Is that typical among Asari? While the Asari have natural biotic abilities, not all have the desire to learn to use their abilities effectively. The Asari are the most advanced race on the council. I wonder if all Citadel races will eventually Ксенофобия и нацизм — это немножко разные вещи, Джон Джонни. Это имеет схожие корни ненависти, но... Нет, это все же разные вещи. Типа расисты и нацисты — это одно и то же? Вот это примерно то же самое, понимаешь? Stand by, shore party. Decontamination in progress. То есть история Кахоку такая. Logged. The commanding officer is aboard. У Кахоку пропала разведгруппа из его подразделения. Он как бы пропал без вести. Он отправился на Цитадель, чтобы попытаться найти какую-то информацию об этой разведгруппе. Ну, потому что, видимо, каналы Альянса ему ничего не дали. Он так и занимается поиском на Цитадели информации о своей пропавшей разведгруппе, когда к нему приходит Шепард и говорит: твою разведгруппу как бы уничтожил молотильщик. Он говорит: нет, это невозможно, там нормальные парни были, они не могли все умереть от молотильщика. Он говорит: их заманили в засаду. Шепард понимает, что их заманили в засаду, начинает искать информацию, исходя из этого. И узнает, что как бы что выходит на Цербер тем самым. Начиная искать информацию о Цербере. Цербер это замечает, и Кахоку отправляет сообщение Шепарду. Так и так вот я выяснил, что на самом деле их заманили в засаду Цербер, как бы, но это очень опасная организация, которая ранее сотрудничала с разведкой там Альянса, и поэтому я ухожу на дно, потому что они меня, несмотря на то, что я контр-адмирал, меня прикончат. И он уходит на дно, то есть пытается скрыться. После чего Цербер находит его, притаскивает его в одну из своих лабораторий, использует в качестве подопытного, и ты находишь его труп. То есть он не то чтобы полез куда-то геройствовать на базу Цербера, зачищая ее в одиночку. Его просто одного где-то отловили, прятавшегося, затащили в лабораторию и использовали в качестве подопытного. И когда ты его находишь, тебе пишут надпись: до него все-таки добрались. Yes, Commander? Is there something you... I should go. Goodbye, Commander. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung.
but we don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. That is true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. Забавно, конечно, что для галактики люди как орки просто. Живут мало, плодятся быстро. Еще и тупые. I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did during the Blitz. It was a remarkable display of courage and heroism. You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you. To understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. You're interested in me because of my visions. You just want to know more about the Protheans. I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. Williams and I are just friends, nothing more. My mistake, then. I am not as adept at understanding human relationships as I thought. But what about us, Shepard? Is there a mutual attraction? Надо еще, если будет пойти по шее, Was I wrong конечно. about that too? No, you were right. There is something between us. Можно было бы к Тали подкатить, но, к сожалению, тут выбор только ксенофобка, табуретка и синяя. Why do I feel so close to you? We have only known each other a short time. We are from two different species. We have almost nothing in common. This makes no sense. Quit thinking like a scientist. Logic doesn't work when it comes to relationships. Just let yourself get swept up in the storm. You make it sound so chaotic, so dangerous. A little danger makes things exciting. This is all a bit overwhelming. I am not used to this. You. I need some time. Take all the time you need, Liara. I'll be here. Thank you, Shepard. Let's... I should go. Goodbye, Shepard. Пошли с табуретки пообщаемся. Anything you need, Commander? I didn't figure you... There's gotta be some xenobiologists. I'll probably be up I half. won't keep you then. Anything you need, Commander? We're all in for the duration. You can count on it. What's your opinion Killing on Saren's, I'm sure Dr. Tassoni's hurting, though. Poor kid. Any opinion on that? If we had... We weren't out here during the Rachni War. I'm not... We'll talk another time. Короче, понятно, Кейден Симпа предлагает оставлять решение совету. Looking for supplies? Let's see what you bet, Commander.
Commander, I wanted What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've thought about what you said, about eliminating the threat immediately, regardless of the cost. Я думал, тебе нравится ковыряние, Андрелима. В смысле, конституция. You were right about Dr. Salian, too. Killing him was the only solution. This way, we'll know he'll never hurt anyone again. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Commander. What for? This way, we'll know. Words mean nothing until you turn them I'm going to into action. reapply for Spectre training. We'll probably... If that doesn't work, no more red tape, no more politics. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Commander? What's your opinion? You mean they were... I think it was a You know, just saying, Commander. Do you have a few minutes to talk? I'm sorry, Commander. I need to get my... Do you have a few minutes? I'm sorry, Commander. Sir. Never a dull moment with you, Shepard. You ever go on any missions like ours before? Saving the galaxy from certain destruction? No. But I've had my share of adventures. Do you remember any that stick out? A few. I remember one time I was hired by a Volus diplomat. What an ass. What did he want you to do? He wanted me to erase his past. Get rid of an old friend who knew too much. Huh. His old friend turned out to be an Asari commando. Were you afraid of her? What? No. Alina and I were old friends. Sort of. We met when we were both contracted to kill the same Turian. Neither of us wanted the other one to get him first. We spent more time fighting each other than tracking that Turian. Which one of you made it first? It was a tie. I brought back his head. She got the rest of him. As far as I know, we both got paid. Anyway, when I told Alina about the diplomat's contract, she and I had a good laugh about it. So what did you do? Well, I wasn't going to lose the contract, but I respected Alina. In the end, I let her pick the location where we'd fight. She chose some old Solarian space station overrun with mercs and smugglers. That way we didn't have to worry about hurting any innocent bystanders. She always was a bit of a softie. What happened on the station? What didn't happen? For 2 days I chased her through that station. Used my entire store of ammunition. Had to kill a bunch of mercs and use their... Смотри, у него есть честь. By the third day, Видишь? И честь наемника, и честь друга. Together. The mercs were dead or gone. Life support was failing. But I had her. She'd locked herself in the med labs. She was trying to patch herself up. Damn tough, that one. Then just when I thought I had her, the station's core went critical. Barely made it back to my ship in time. I assume the Asari Commando didn't make it? I watched the station from a distance. I never saw her leave. And when that place blew, there was nothing left larger than a Turian's right nut. So I headed back to the diplomat to give him the good news and collect my pay. But before I got halfway there, Alina sent me a message. Better luck next time. Now, I'm not superstitious, but if someone can survive that, well, they deserve to live. At least for a bit longer. What about the diplomat? He wanted her dead. I told him the truth. Alina was still alive and she was really pissed. I told him if he wanted to live, he'd need me around to protect him. And he believed you. He kept me on as his personal guard until he died.
natural causes. Easiest job I've ever had. A little boring, but credits are credits. So long, Rex. Shepard. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. If we don't stop him soon, it'll be too late. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. Нормально. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. Saren is looking to wipe out all life in the galaxy. Everyone's a part of this somehow, whether they know it or not. But you're the only one doing anything. Ты хочешь сказать, что попить пиво? You took me on board and made me feel like I belonged. Not too many people would do that with a Quarian. This isn't getting us any closer to the conduit. Understood. I just had to... See you later. Чё, парни, пришло время принимать решение. Табуретка или ксенофобка? Кстати, учитывая, что я не кадрил Эшли в этот раз, судя по всему, сцены катфайта не будет. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the main. Подожди, Андремар, а кого выбирает, по-твоему, Никуси ренегат между табуреткой и ксенофобкой? Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. You lead. I'll follow. Пусть и ренегат с тобой бы Крогана возил, вот в чем ты не прав. Чтобы Кроган до него дрался. А у нас гигачат ренегат, поэтому он с собой двухтянок бесполезных носит.
И никого не забыли. Подожди, у меня почему-то каким-то образом переключился режим стрельбы на пистолете, что? У него есть другой режим стрельбы, лол, я так не знал. Любопытно, кстати. Как обратно переключить? Ничего интересного. Мы, кстати, можем это сделать. А, это пистолет такого рода. Это другой пистолет поставился просто. Я случайно другой пистолет выбрал, и он, видимо, стреляет вот так. Любопытно. Видимо, есть пистолеты с троевым выстрелом, просто как и снайперские винтовки. У которых урон изначальный маленький, на которые 3 выстрела делают. Кстати, есть хорошая идея. Блин, по-моему, игра забагалась. Ну за шо?
раз багалось, скорее. Это да. Не поспорю. Сохраниться не дают во избежание багов. Но вроде Мак и разбагался. We must find a way to disable their artillery. We must find a way to disable their artillery. А, кстати, у нас левел-ап был, можно куда-то еще очков закинуть. В деформацию можно ли кинуть? Деформация против толстых целей неплохо помогает. Тебе, наверное, поглощающее поле на войне. Блин, почему у меня опять этот пистолет выбрался? I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to move on your word, Shepard? Нет. Нужно валить. Нет, подожди. Теперь на мне нормальный пистолет. Кстати, вот этот пистолет может быть интересно. Что у него радиатор. Не совсем понимаю, что переключает этот тройной выстрел. Теперь в настройках клавиш посмотрим. Непонятно. Не, это было сейчас на моем обычном пистолете. Я проверил. На котором до этого я нормально все делал.
Нет перезарядки. That was the final gate. Our path to the Solarian camp should be clear from here. Знаешь, Андалимар, ты вроде согласен, что проблему Кроганов можно решить по-разному. И не обязательно их геноцидить, правильно? Но ведь Рекс — это и есть возможность решить проблему Кроганов. Типа он станет вождем, будет их перевоспитывать. Touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. There is the Solarian camp. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirihi, 3rd Infiltration Regiment. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. That's just great. What now? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. The Geth are bad enough. But a Krogan army, he'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Понимаете, Кроганы плодятся очень быстро. Можно организовать у них систему, когда будет выживать один из ста и тот, кто будет адекватный. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. Don't worry about it, Captain. I do worry. That's why I'm still alive. Why don't you go talk to the Krogan? My men and I need some time to come up with a new plan of attack. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Ты Rex. путаешь Андалимар Ренегата и Идора. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might actually. Just do it carefully. Rex doesn't worry me. He'll fall in line. If you say so. But I'm gonna keep my eye on him, if it's all the same to you. Типа избавляться от боевых товарищей, когда... Ну вот именно, понимаешь, быть расчетливым пидором, это значит. Greetings, human. I am Commander Rentola. Let me see what little there is. Что за броня, кстати? Такое. Блин, подожди, это предел кредитов? Серьезно? Блин. Неловко-то как.
This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. This has to be done. Saren's the enemy, not me. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. I don't care what your personal feelings are. This base gets destroyed. Don't push me, Shepard. I followed you because I wanted to fight for something more than credits. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. All you need to know is that I'm giving you an order to fall in line. So that's it. All this time, and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. Вот Андремар хочет этот выбор. Но мы загрузимся, конечно. Просто покажу его вам. Commander, are you all right? I'm feeling a hell of a lot better than he is. Yeah, I guess so. What happened? He just proved to us why this place needs to be completely destroyed. Damn, I know he was angry. I just didn't think he'd lose his life over it. Better him than the commander. Ладно, ладно, шучу. Конечно же, мы Бро Рекса оставим. Хотя вот эта фраза, я чувствую себя намного лучше, чем он. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Calm down, Rex. I'm not the enemy here. Saren's the one you should be mad at. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. I shouldn't have to explain that to you, Rex. Indulge me. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren. Tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. Just one thing. When we find... Мне интересно, а какой вариант... Подожди, получается, его можно убедить даже без реплик отступника и этого. И ренегата забавно. This isn't right, Shepard. This has to be done. Really? Help me out here, Shepard. I don't care what your personal Don't push me, Shepard. I followed you because I wanted to fight for something more than credits. I've been loyal, but if I'm going to keep following you... All you need to know is that I'm giving you an order to fall in line. So that's it. How can... This base can't be destroyed. I won't allow it. Saren doesn't care about these Krogan. They're tools, puppets. He'll destroy them as soon as they're no longer useful to him. Is that what you want for your people? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. Я не пусть Андремар, поэтому я не поддамся на твои убеждения. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Вот это нормальный вариант ренегата, а не вариант пидора. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that.
We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. Good. I prefer a straight fight anyway. It won't be that simple. We just don't have the numbers to meet them head-on. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. I just hope you survive long enough to be useful. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. I don't make a habit of placing my people under someone else's command. I understand, but this mission is too important for personal preferences to get in the way. He's right, Commander. We can't do this without both teams at their best. I volunteer. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? This is my decision, not yours. Either of these two will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Ну, на самом деле, без разницы. Мы можем как бы любого послать. Табуретка иди. Malenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? Give me a quick You rundown. are Team Shadow. We will create a... Disable the AA guns so the Normandy can land and deliver the nuke. If we get that... Once you have the bomb, place it next to the geothermal taps. Then get... Shadow seems Igor, Manovai, and Jaeto. They were the... These names will remind my men what they are fighting for. They must have a The person... Normandy's picking me out. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth... If we Поэтому она будет we should be содержать able to бомбу. escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is I a won't lie to suicide. you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Let's do Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, I just... Good luck. Is there something you wanted to say, Caden? It's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. Whatever happens, everyone just keep shooting. We go in hard, hit them harder, and we'll be the only damn thing that comes out the other side. You bet, Commander. У него эмоции на лице, как You all у know the табуретки. mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glorying in battle is not our way. Think of our heroes. The silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Com check. Do you read me, Commander? Так, надо бы...
Ну, блин, вообще это нормальная тема речь перед боем произвести. Это даже в реальных войнах происходит. Может, почему ты удивляешься? It's fine. Let's move. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Тут, короче, смотрите, кстати, такая логика. Если мы выполняем доп. Задание, Хераки выживает. Если нет, то он гибнет. Fire is coordinated on Monovite. Can't reach the gas turrets. They're out of range. Постарайтесь ослабить оборону гетто. Типа тут есть несколько доп. Заданий, которые ты можешь в процессе штурма выполнить или не выполнить. И если ты оборону реально ослабишь, то тогда он выживает. Потому что, ну, как бы тем самым, ну, по той же логике, по самой обыкновенной военной логике. Что типа ему проще сражаться, больше шансов выжить. Все. Например, оборвать линию связи. А можно пойти налево и не обрывать. Тут есть несколько доп. Заданий. Если все выполнить, он выживает. Что скажешь, Анделимар? Спасаем Hold the Line? Или нет? Да. Ну, кроме табуретки или ксенофобки. Something scrambled at targeting. We've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai. Ну да, конечно, ты ксенофоб, я знаю. They're calling SAT strikes. Theodore, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Ты путаешь еще раз ренегата и пидора. Я с самого начала сказал, пидорское прохождение было предыдущим. Кстати, может быть, кто-то еще остался по дороге? Или нет? Да, остался. Потому что они не работают. Римар. Мы не знаем, что будет потом. Мы не знаем будущего. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back.
Подожди, он барьер пробил с одной ракетой? Серьезно? Да не должен ты с одной ракеты пробивать. Да, нет, подожди, они реально пробивают барьер с одной ракеты. Странно, обычные ракетчики вроде не пробивали. Подкачали их, что ли, к лету? Интересно, солдаты, они так тоже убивают? Блин, ну да, конечно, 70 тысяч экспы до следующего левелапа. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Materialized. Maybe getting some help from Shadow. И крыса. Уже Кроган, иди сюда. Хватит шкериться. Че не так с этим снайпером, тоже непонятно. Налево или направо? Хотя бы, по-моему, вообще прохода нет. Что и варианта нету. Антонимар бы обязательно добавил про то, что на этой планете создавался не только Саран, но и геты, но еще и кроганские паразиты. Раз уж их тут разводят. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line.
We've got access to base security. We can cut the alarms from here, maybe even trigger alarms on the far side of the base. It'll clear the guards out for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. Колись, Андальмар, тебе что, Кроганы яйца отстрелили? Откуда такая ненависть? Hello? Is someone out there? Give a little ground, Lieutenant. We don't want them to bunker up. Draw them out. Так, куда этот лифт ведет, интересно? Хотел бы все лаборатории осмотреть. Well, you're not a Gath, and you're not wearing a lab coat. I guess I'm glad to see you. Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. I assume the fleet was called in to destroy the base? Everyone here is indoctrinated. You might be working for Saren. My whole team was altered, but I was left alone as a control subject. I still have my senses, although I almost wish I didn't. I watched good people reduced to mindless husks. There wasn't anything left. Others died during the experiments. I envy them. Do you know anything about the They were experiment? studying indoctrination. I don't know much else. I just saw what it did to the others. Turned them into empty husks. I can't end up like that, please. Let me out. If I let you up, how do I know you won't just attack me? It's obvious that I'm not crazed or drooling like the others. Let me out and I'll stay out of your way. Sorry, I can't take that chance. I'm not opening your cell. No, don't leave me here. Please. Please, don't leave me here. I don't want to end up If I let It's you obvious that I'm not crazed or... No, don't leave. Подожди, так может этого надо выпустить как раз? Please, don't leave me here. I don't want to end up like the others. I saw what those... Don't look back and hope... Thank you, human. And good luck. You'll need it. Вроде был какой-то, кто нападает. These look docile. Their minds are gone. What drove Saren to this? It is cruel beyond measure. Better to die than to live like this. Just kill them where they stand, Shepard. Are you certain? It's what I would want.
This place is an abomination. Saren's research must be destroyed. Нормально. Запутанное местечко, конечно. По-моему, оттуда мы пришли, да? Да. Здравствуй, Фейдрайдер. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Nobody's going anywhere till I get some answers. Private Mano Savat of the 3rd Infiltration Regiment STG, sir. Captured while on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, sir. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cutting. I'd have said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? Can you help me, or will I be carrying you out of here? I'll be at your back every step of the way. I just need to get out of here and away from that incessant whispering. They piped it in for days now. Something's not right here, Shepard. He's not part of the mission. No. I need to get out. This room is too small and it keeps talking, and I really want to get out of here and get some work done. I need to get out. Let me out. I can't take that chance. Can't take that chance. No chance. I need to do what it says. I have to. Let me out. Let me out! Let me out! Let me out! Блин, попросит, табуретка выигрывает. Парни, поднажмите, а чё сразу табуретка-то? Здесь тупик, да? Ну, мы сходим сюда, поубивать всех, кого можем. Anyway. Кстати. Титан. Ну, 50 щитов или защита от Федорона. На самом деле, защита от Федорона, мне кажется, лучше смотрится. А, ну все, тут заперто. Еще дальше на лифте. Нет, почему? У меня оно есть, просто оно не максимального уровня. По идее, его можно закупить на станции Вершина, но она у меня почему-то закрыта, не знаю почему. Такое чувство, в легендарке, что ли, отключили это DLC или что-то в таком духе. What is going on here? Where are the guards? Where is Saren? No. Stay back. This is important work. This is the glorious salvation of my species. You will not destroy the work we have started.
Смотри, Кроган ученый. А ты говоришь, они безнадежны. Хороший вопрос, кстати, где Кроган взял, где Саран взял Крогана ученого. Don't shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. Everyone in this place is trying to kill me. Do I look like a soldier? I'm a neurospecialist, and this job isn't worth dying over. Or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. Give me one reason I should help you. I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers. To control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects. But there's collateral damage, too. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. Многим для этого не требуется It сигнал. happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom a subject maintains, the less capable it becomes. You conducted brutal experiments on helpless test subjects. You helped Saren. You don't get to live. I just did what I was told. I didn't have a choice. I'm sorry. Sorry doesn't help your victims. No! No! Судья Шепард снова в деле. Один из любимых диалогов серии. Shepard, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. There is something foul in the air here.
I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I do not think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You could not have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. Whatever your plan is, it's going to fail. I'll make sure of that. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They are harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Lay it on me, Joker. I love bad news. That ship's sovereign? It's No moving. stara I não don't know what verbal. you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. This console is no longer functioning. Ideas, Commander Shepard? We'll head for the breeding facility. Time to blow this place to hell. Right, Commander. I'll meet you there. Joker out.
discerning from your position, Gieto. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Alenko, head them off. Hold them. Ну нет, почему? Я как раз таки вижу, что все осталось как было. В этом плане. Блин, вот даже со всеми обилками я не могу одного Крогана убить в прокат. Конечно, лол. Но он подрубил эту солдатскую обилку брони, или иммунитета, как она у Рекса называется. Она урон в 10 раз снижает. Чтобы его убей еще. Я думаю, смысл сообщения этой информации жнецам, ну, помимо вербовки, очень простой. Ввести людей в отчаяние. То есть он расскажет это Шепарду, Шепард расскажет это остальным, как бы, и в какой-то момент они поймут, что он не солгал. Ну, то есть, допустим, люди займутся исследованием, поймут, что жнецы на самом деле построили... И так далее. То есть почти все, что он сказал, правда, кроме того, что у них нет начала и конца. Он не соврал в некотором роде. Тут ты ошибаешься. Каждый жнец создается из определенной расы. И хранит в себе генетическую информацию, ну если не целого вида, то его нации, скажем так, какой-то его значительной части. И вторая часть прямо показывает то, что жнец... каждый жнец действительно нация. Потому что на его создание уходит целая нация, простите. Он имеет в виду именно это, он хранит в себе генетическую память целой нации. Он и есть нация с его точки зрения. Собственно, эту точку зрения жнецы продвигают постоянно. В том плане, что они приносят порядок в хаос, в том плане, что они преобразовывают целые нации разумных существ вот в такую вот форму. Более совершенно, лишенную слабостей и так далее. И, собственно, дальнейшие игры только развивают этот сюжет. Потому что никаких намеков на правдивость его слов ты в первой части не получаешь. Ты получаешь их только в следующих частях. Когда ты понимаешь, как создаются жнецы, когда они начинают похищать колонистов, когда ты понимаешь, как выглядит жатва.
That's it. We need to clear the gate and set those charges. Единственное, о чем он соврал, это то, что у него нет начала и конца. Но я думаю, это просто для пущего пафоса и введения в отчаяние врагов. Charges set. Everyone bunker down. Bunker down. Хотя, с моей точки зрения, можно было бы закрутить, конечно, сюжетный твист поинтереснее. В том плане, что можно было бы, не знаю, сделать какую-нибудь фишку, что в том плане, что изначальное происхождение жнецов оставить вообще неизвестно. И привести к тому, что в итоге, как, не знаю, какой-нибудь взлом какого-нибудь катализатора или просто сканирование глубинных блоков памяти жнецов приводило бы к тому, что, типа, время, которое у них есть, уходит в бесконечность, и как бы они постоянно воссоздают себя из обломков и так далее, если кто-то их разрушает, и из-за этого они существуют так долго, что никто даже из них не помнит, как давно все это началось. All right. Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Красный, конечно. Или ты спрашиваешь Девила? Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Hold tight. We're coming to get you. Negative. Just make sure that nuke is set. We'll hold them as long as we can. It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. You keep that nuke safe. Да тут не то, что имхо, разработчики подтвердили каноничность красного финала. А я говорил вам, что он лучше еще до того, как это стало мейнстримом. Уничтожает лицо. Но вот здесь я об этом не я думаю, что нет, сможет. Я думаю, это ложь. Я думаю, катализатор в последний момент лжет нам. И это ложь изначально запланирована в игре.
Как ложь, я имею в виду разработчиками. И я тебе сейчас поясню, почему. Катализатор говорит нам в конце игры, что красный финал убьет Шепарда. Шепард выживает в красном финале. Он говорит, что Шепард наполовину синтетика, и поэтому как бы красный финал убьет и тебя тоже. И Гетов, и Сузи. Но проблема в том, что он не убивает Шепарда, то есть он априори солгал или ошибся. Понимаешь? Так, а дальше-то куда? А, сюда все. It appears the Geth have sent reinforcements. Он выживает в любом классе. It's already here, and is bleeding Geth all over the bomb site. Ну, это было при других финалах, Биг Маставиш. Не уверен, что это есть прекрасно. Negative! It's too late for us! There's just too many of them! I'm activating the nuke! What the hell are you doing, Williams? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Ну, парни, за табуретку. Значит, табуретка. Alenko, radio Joker and tell him to meet us on the AA tower. Yes, Commander. You know it's the right choice, LT. Fight hard, Chief. Die proud. Aye, aye, Commander. Зачем вообще вскрывать? This has been an impressive diversion, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. This isn't complicated. You'll do anything to get power, even joining with the Reapers. You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? I'd rather die than live under the rule of those machines. Now you see why I never came forward with this to the Council.
We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign. Though I was aware of the dangers, I had hoped this facility could protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. Ну, вообще нет, смотрим. Изначально было 3: красное, синее, зеленое, и они остались. Последняя, 4-я добавилась только в запце. Ну и добавили расширенные пилот. Tell me why Sovereign needs the conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. I'm not like you. I'd rather die fighting than live as a slave. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. Но суть концовок не изменилась с ходом DLC, просто они больше эпилога показали и больше предыстории. Ну и добавили там возможность продолжить цикл. Проиграть, то бишь. Ох, лол, его можно, получается, подожди, ты хочешь сказать... Его можно встанет закинуть просто. Лол. Я не потел даже. 10 бонусов из 10. Нет, там была одна на контроль, одна на это, на уничтожение, и одна на зеленое. От сюжета Биг оставишь фиксированные вещи. Нет, ты неправильно описываешь и DLC, и обычную игру. Видимо, очень давно подходил к этой части. Он понял, что Шепард стронг. Он понял, что Шепард гигачат, а он жалкая курица. И поэтому он chicken out. I can't believe that Ash didn't make it. How could we just leave her down there? Чат We решил. had to leave her behind. Saren has to be stopped. At any cost. But why me? Why not her? Lieutenant Alenko, I am your commanding officer. I did what I had to do. Don't question my orders. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But if I'd done my job, we should have been able to save her. Get it together, soldier. Ash's blood is on Saren's hands. And when we find that son of a bitch, I'll make him pay. Yes, sir. We'll get it done. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea.
I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. Nobody's messing with my head anymore. I'm sick of dealing with these visions. I understand your reluctance, Commander. But the visions are already there. I only want to help you make sense of them. It may be the only way to stop Saren. Looks like I don't have a choice. Relax, Commander. Embrace eternity. Ну вот, Тимон, теперь ты написал неправильно, но это противоречит всему, что ты написал выше. Так что перечитай твои сообщения просто. We don't have a moment. Snap out of it and tell me what you saw. It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos. That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. Я прочитаю твое раннее сообщение. В оригинале было 3 варианта: красная таблетка, синяя таблетка и белая дорожка. Про зеленую даже не упомянул. Раз. Перечитай серьезно. Далее. Следующее сообщение. Одна на проигрыш, вторая просто на разрушение цитадели. Что? Разрушение цитадели? Была третья, не помню, что делала. Вот наконец-то ты вспомнил. А вот эти 2 сообщения про концовки были бы неверными. Что разрушение цитадели происходит только частичное, что нельзя назвать разрушением. И только в, как бы, простите. И в каждой концовке причем происходит от передвижения. Forget it. The Mu relays inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos, and that's where Saren is heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. Да, очень хорошо вписывается. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Are you sure it was the joining? I feel fine. Your role in our communion is passive. I am the one who must submerge myself in your mind, drown myself in your thoughts. It is more difficult than it looks. The human subconscious instinctively resists the joining, Commander. A strong personality like yours makes it even harder. I just need some time to recover. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. I hope you don't plan to cut us off like last time, Commander. What you discovered on Vermeer is too important. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. Sovereign's the real problem here. The Reapers wiped out the Protheans. We're next. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine. A true artificial intelligence. This news is quite alarming. If it turns out to be accurate. Sovereign's real. The Reapers are real. Saren even admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports. The ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information.
Oh, looks like we lost the signal, Joker. Understood, Commander. Ах да, подождите, мы же не сообщили. Планированная атака. Неловко-то как вышло. Commander, making the call between Alenko and Williams must have Sometimes making the tough choice is the only way a mission can succeed. No, I'm not blaming you, Commander. I'm just... Saren's still out there, Joker. Hold it together. We need you. Don't worry, I won't let you down. I want to be there when you make that son of a bitch pay. Чё-то подустал я. Наверное, оставим финал на завтра. Или на потом. 5 часов уже. Сколько у нас осталось до конца игры, ну плюс-минус. Ну, где-то часиков 5-6 где-то, да. Финал долгий, на самом деле. Тут еще надо по цитадели побегать. И 2 очень долгие миссии. Я вот на сегодня прошел 2 долгие миссии. Я думаю, они займут часов 5-6 на самом деле. Потому что вот сегодня вершина, в случае какая вершина, Наверие и Вермайер заняли у меня больше 5 часов. Ну там еще пара допок была, но все равно. Можно поболтать напоследок с командой, и, наверное, на этом я пока закончу. Anything you need, Commander? I wanted to see how you're dealing with Ash's death. Dealing, sir. Sorry for anything I said back there. Every one of us is expendable if it accomplishes the mission. Ash, you, even me. I understand. It's just... If you don't mind my asking... We accept death when we put on the uniform, Lieutenant. If you can't deal with that, retire. I'm in for the duration, Commander. No worries about that. We're all in for the duration. You can... We'll talk another time. Да, и Кляре не забыть подкатить напоследок. Ну вообще нет, там половину планеты нужно пройти ручками. Но цитадель посложнее, это да. Looking for supplies? Let's see what You bet, Commander. Короче, нормального спектрского снаряжения нам так и не дали. Как я вижу. Как давно понял. Можно купить нормальные дробовики. Let's see what You bet, Commander. Да, они тут есть. Но у нас и так куча снаряжения, найдем что-нибудь. It was an honor working with you. My superiors will duly honor Chief Williams for her A good soldier's worth a lot more than your respect. The loss of... Rest assured, we will leave your... The captain considers the mission a success. Let me see what you have. Commander, things got heated back on Vermeer. You did what you had to do. I respect your choice. That's what I expect from all my people. Just make sure it was worth it. Saren has to pay for what he's done. No matter what it takes, I'm gonna hunt him down and kill him. I like the sound of that. So long, Rex. Shepard. Hey, Shepard. You need something? See you later. Главное подкаты. Да, кстати, с Гарусом еще можно пообщаться. Commander, I've thought this way. Words mean no more red tape. Don't worry, Commander. Ну все. Вообще, на самом деле, вот когда проходишь Mass Effect во второй или третий раз, по крайней мере первый,
На удивление кажется, что в игре очень мало диалогов. Но тем не менее персонажи в ней достаточно запоминающиеся, у которых огромная фан-база. Мне кажется, в том же Pathfinder'е диалогов со спутниками, ну, больше раза в 2, наверное. Но может я ошибаюсь, может это иллюзия. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari Персоналки. physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I've been thinking about Saren. I actually feel a little sorry for him now. He's no innocent victim. He was a ruthless bastard long before he fell under Sovereign's control. I know his reputation, but he was a Spectre. I think he honestly believed everything he did was for the greater good. I wonder how he first fell into Sovereign's trap. Did he think he could somehow stop the Reapers from returning? Or was he simply driven by a lust for power and glory? Whatever Saren's reasons may have been, they're long gone now. He has to be stopped. Yes, I suppose you're right. He may be Sovereign's victim, but he is also a threat to all life as we know it. Let's not spend every free minute talking about Saren. It is bad enough we are chasing him across the galaxy. I like talking with you, Liara, no matter what the subject. You have been very understanding with me, Shepard. Very patient. I appreciate that. I know there are some strange beliefs about my people. I am familiar with the legend of Asari promiscuity, but those rumors have little basis in fact. А Шепарду не знаком, расскажи подробнее. When one of my people joins with an individual from another species, it is a very deep and spiritual exchange. We do not enter lightly into a union. Are you saying you want to... No. Oh, no. I am not very good at this, am I? I'm sorry, Shepard. I am trying to explain why I have been so... reserved. The union is more than just sex. It is the lifeblood of my species, the way we Asari evolve. Ты знаешь, я знал одну Азари на Цитадели. Кажется, ее называют спутницей. Она была попроще с этим. I mean, that is why we must choose our partners with great care. Are you telling me you're a virgin? Virgin does not have the same connotation in my culture as yours. But it is true that I have never done this before. I am only 106, barely an adult by Asari standards, and I spend most of my time absorbed in my research. I never really thought about it. Not until I met you. You are very special to me, Shepard. But with all that's happened, Saren, the Geth, the Reapers, I do not know if we are ready for this. I'm ready, if you are. Eager is not the same as ready, Shepard. There is too much at stake. We need to put aside our personal feelings and focus on stopping Saren. I wish it did not have to be that way. Я думаю, на самом деле Шепарду стоило бы зайти к доктору Чакласу и попросить у нее, не знаю, I should go. Goodbye, Shepard. попросить какой-нибудь СП о полезности сексуальных отношений для психологической разгрузки команды. А потом дать ее недометненько так Ляре, как ученому, знаете. Чтобы она такая прочитала, о, да, как бы на самом деле не нужно ничем жертвовать. Так это же полезная штука-то, оказывается. Я тут полезную информацию нашел, да. Медики рекомендуют. На этом, пожалуй, пока пауза. Можно было бы, конечно, ночной стрим устроить с финалом. Подумаю на эту тему. Но, наверное, я все же слишком устал пока. Спасибо всем, кто был здесь. Hit the everything в год в следующей серии.